Всем привет! Вы на канале Лясик. Сегодня мы с вами запишем новый тир-лист Overwatch. Как вы знаете, у меня был уже на канале видос, но он в целом, наверное, уже устарел немного, надо переделать. Поэтому сегодня его и записываю. Начнем с Анны. Анна очень хороший саппорт по-прежнему, вот с того тир-листа ничего не изменилось. Она никак почти, по сути, не поменялась с точки зрения цифр. Ее даже немножко бафнули, потому что ей усиливали банку, точнее уменьшали кулдаун. Таланты немножко переделали, там двойную банку переставили, немножко нерфанули ускорение от нано. Но в целом саппорт все еще хорош, и нет никакого смысла ее не брать. Ну, единственное, что когда у врагов только есть дайв-пик, там действительно будет сложно и надо что-то придумывать. Желательно репикнуться, ну или если она очень хорошая, то она может с этим как-то справляться время от времени. Поэтому я ее ставлю в заслуженный А-тир. Не С-тир, мне кажется, но в А-тир она заслужена. У нее хороший дэмэдж, хороший хил, хорошая ульта. Все у нее на любой дистанции играется. Единственный минус — это отсутствие мобильности. Теперь Батист. Батист тоже очень хороший персонаж. Он обладает очень высоким дэмэджем по сравнению с другими саппортами. У него очень хороший хил. У него хороший массовый хил на shift. И также у него очень сильная обилка — это лампа, так называемая его ешка, поле бессмертия. Она может засейвить от любой ульты всю команду, тем более у него есть хороший талант на расширение этого поля бессмертия на 30%. То есть, ну, по сути, у него есть все инструменты, чтобы очень хорошо импактить. Особенно дэмэдж, у него хитскан, он еще к тому же. И плюс у него очень хороший именно просто по количеству дэмэджа. То есть там за один выстрел он там пол хп может снять легко, если хотя бы одну пульку в голову попадет. Поэтому я думаю, что его следует поставить в заслуженный тоже А-тир. Я не думаю, что он С-тир, вот А-тир он более чем заслуженный. Далее у нас идет с вами Бригитта. Вот тут уже персонаж значительно более специфичный, чем обычно, потому что у нее не очень большой дэмэдж, у нее не такой дэмэдж, как у Батиста, плюс он в мили, то есть против Роматоры, Димон, там, не знаю, Вендетта ей очень тяжело, потому что у нее дэмэджа значительно меньше. Хил тоже, хоть и ауешный, но он второстепенный, она офф-саппорт определенно. То есть у нее хила не так уж много. Ульта вроде и полезная, можешь сбить кому-то ульту своим оглушением. А вроде тоже, ну, как бы не очень. Она становится как мини-танком, но в соло танчить она все равно не может против того же Роматры, Димон, короче, милишников. В целом нормально, но она явно не слабая, но она просто очень специфичная. То есть ее нужно брать в определенных ситуациях и пиках. Поэтому в Б-тир. Заслуженный хороший твердый Б-тир. Она не слабая, но она явно слабее вот этих и более специфична по применению. Так, следующий у нас будет Илари. Саппорт, которого у нас добавили в 6-м сезоне. Изначально была достаточно имбовой, ее даже нерфили несколько раз, особенно ее дрон хилищий. Сейчас же это более такой, ну, тоже нишевый персонаж, потому что у нее вскрылась проблема, что у нее, по сути, нет утилити никакого, кроме дэмэджа. Хил у нее есть, и он неплохой, даже с ПКМ луча у нее неплохой хил, но она все еще офф-саппорт, у нее есть дэмэдж, но дэмэдж есть и у Батиста, и у Анны, как бы, да, там чуть поменьше, потому что они больше хилом занимаются, но зачем просто брать Илари, если есть они, поэтому Илари сейчас не в лучшем состоянии, ульта ее стала достаточно бесполезна, куча поглощалок, куча щитов. Все это ее блокирует, поэтому я ее поставлю, наверное, к Бригитте в Б-тир. Хороший персонаж, но не очень сильный. Теперь перейдем к Кошечке. Кошечка — это инста-заблоченный персонаж в соревновательном режиме, который полностью ломает логику игры, полностью сносит все привычные стереотипы и какие-то тактики, потому что он просто к себе у него есть способность, он просто привязывает к себе любого союзника и таскает его по карте в парящем состоянии. То есть у него хороший хил, кстати, для такого веселого чисто фан-саппорта. У него очень хороший хил. У него есть неплохой дэмэдж, слабее, чем у Батиста, но очень даже неплохой. Хорошо влетает во всяких вдов, мало
способных что-то ответить вблизи персонажей, он влетает очень хорошо. Особенно у него есть талант на милишку. Когда он ударяет милишкой, там небольшой дэмэдж продолжает тикать, то есть как некий яд. В целом персонаж очень сильный, и не зря же его блочат. С ним можно придумать много самых страшных тактик. Поэтому четенький Атир, я думаю, никаких проблем не будет. Далее у нас будет Юнона. Юнона персонаж, который всегда в целом был в хорошем состоянии. Там вначале только люди не могли привыкнуть к ней, но потом стало нормально. Она получила к тому же для дэмэджа криты в голову. То есть она совершенно спокойно может критовать в башку вообще без проблем. Также она имеет хороший хил. Ну, средний, наверное, можно даже сказать, потому что она все-таки больше про дэмэдж и какой-то импакт со своей ешкой, но все же. Плюс на ешку как раз у нее есть способность, которая есть только у Люсио. Это ускорение. Она очень хорошо ускоряет. Она очень хорошо комбится с танками, которые милишники. Там Димон, Райнхард и Вендеттой она хорошо тоже комбится. С Раматрой очень хорошо комбится. То есть очень она им может импактить. Есть хил, есть торпедки, ульта средненькая, если честно, давно не видел прям супер реализации ее ульты, которая прям переворачивала бы ход битвы, но в целом нормально. То есть она хороший, крепкий, Атир тоже, ну, пойдет очень даже неплохо. Теперь перейдем к персонажу, от которого горят пуканы примерно у всех, которую не нерфят, которая вечно живет. Это Кирика. Кирика, которую добавили у нас в самом начале Overwatch 2, уже кучу, получается, лет является имбой. У нее огромный дэмэдж в голову. Она, наверное, один из самых дамажащих саппортов. При этом у нее есть хороший хил. Ее не нерфят, а если нерфят, то ей дают баф взамен, то есть чтобы не расстраивались ее мейнеры. Я люблю на ней играть, но просто действительно ее бы понерфить. У нее есть хороший эскейп в виде шифта, когда она, слава богу, хотя бы клинза теперь на нее автоматически не работает во время тэпа. У нее сильная, очень сильная ульта, это еще ее нерфили, потому что изначально у нее ульта в 3 раза ускоряла таймеры и передвижения, а сейчас только в 2. То есть это очень сильный персонаж. Ее почти невозможно законтрить, она в любом случае сможет уйти. Карабканье по стенам, телепортация, даже если Генджи в нее влетит, она может уйти, если не уверена в победе. Поэтому крепкий S-тир, и она очень сильный персонаж. Играйте на ней, она, ну, гарантированный выбор хороший. Теперь самый спорный персонаж — это Ткач Жизни. Сейчас он более чем играбелен. На релизе он был, конечно, спорным пиком, крайне спорным. Там ни дэмэджа, ни как такового хила. Сейчас он хилит гига количество исцеления. Он исцеляет, по сути, все, что угодно. У него есть клинза, как у Кирика. Плюс еще в последнем патче ему бафнули хорошо притяжку, потому что теперь тот, кого притягивает, может отменить притяжку на пробел. То есть, ну, хорошая механика будет. У него есть талант на шипы, который его дэмэдж делает наравне с Батистом, может даже чуть-чуть побольше. Очень хороший там дэмэдж. У него безумная выживаемость, он до сих пор самый выживаемый персонаж. У него в целом неплохая ульта в виде дерева, АУЕ хил плюс баф доп хп. Зачем, правда, ее нерфили недавно, непонятно, но вот так вот. Поэтому я поставлю в Атир. У него в целом предостаточно утилити для того, чтобы быть полезным команде. Далее перейдем к Люсио. Персонаж тоже специфичный. Вот он как примерно Бригитта и Ларри по специфичности. Он вроде хорош, но если у Юноны помимо ускорения есть хил, дэмэдж, стабильный достаточно, и выживаемость, у Люсио есть выживаемость, но вот с хилом и дэмэджем там напряженка, потому что там, во-первых, ты выбираешь либо хил, либо ускорение, то есть ты автоматически обрезаешь возможность. И плюс хил там такой слабенький. Хорошая ульта у него есть, но тоже она быстро проходит. То есть там в моменте ты можешь какой-то ульт законтрить, но в долгу эта ульта не работает, к сожалению. Поэтому, ну, я бы поставил в битер Люська. Люсек хороший персонаж, но не прям чтобы очень. То есть крепенький такой среднячок. Но опять же специфичный. Меня больше смущает, мне больше нравится слово специфичный, потому что, ну, он именно в некоторых ситуациях хорош, но не во всех точно. Далее у нас идет Мерси. Безумно сильный и простой персонаж.
на котором вообще, по сути, не нужно уметь играть. Там нужно хоть как-то вообще понимать примитивнейшие механики и правила этой игры. Она очень может хорошо помочь команде своими бафами, ну, на ПКМ конкретно. Просто нажимаешь ПКМ, и персонаж становится значительно сильнее, чем был. У нее неплохая ульта, у нее есть утилити в виде воскрешения, которая может нагадить. Если, допустим, твоя команда не добьет ее, она воскресит нужного врага, например, танка, и заново мочить эту гниду. То есть более чем сильный персонаж, и она универсальна достаточно. Ее бы переворкнуть в более сложный вид, потому что очень мало усилий для ее утилити, но в целом персонаж-то сильный, поэтому смело в А-тир идет, к ткачу жизни, они чем-то похожи, поэтому пусть будет. Далее идет Мидзуки. Мидзуки — это персонаж, которого добавили вот при перезапуске Overwatch с 4 другими персонажами, он был одним из 5. Он до сих пор в целом сильный, нормальный. И не сказать, что S-тир точно нет. Но вот он между А и Б-тиром, потому что он вроде дает неплохой дэмэдж. Он дает неплохой хил, тем более АУЕшный, как у Люсио. Плюс у него есть шляпа, плюс у него есть помеха для там каких-нибудь танков мобильных типа Думфиста, Дивы, очень неприятная способность. У него есть ульта. Ульта у него спорная, потому что ее хоть и бафнули, что теперь и изнутри ульты вражеские снаряды блокируются, но все еще это как будто бы, ну, такое, средненькое. Поэтому я все-таки... Он хороший персонаж, склоняюсь к А-тиру больше. Не знаю, меня, наверное, съедят там. Андрей Гамилифи, например, вроде я челлендж его не смотрел, скажу честно, на Мидзуки, может быть, посмотрю в свободное время. Но я как понял, там какие-то сложности были, но мало ли. Допустим, что не персонаж и не он виноват, а просто не повезло. Ну, почему бы и нет. Так, далее у нас с вами пойдет Мойра. Мойра — это персонаж вот для мерсимейнеров, как второй пик обычно работает, потому что, ну, у нее тоже две кнопки. Есть неплохой дэмэдж, есть неплохой хил, ну и на этом все. Утилити у нее больше нету. Она может влететь в каких-то малоподвижных, типа как кот, там вдову и так далее, там убить, надамажить, но у нее очень мало утилити, у нее их почти что нету. Ульта у нее тоже такая бесполезненькая в целом, ну, хила и дэмэджа с нее не так уж много. Поэтому я ее поставлю в Б-тир. Я на нее очень много наиграл, но у меня нет ощущения, что, знаете, она дает какой-то гига-гига импакт. Ну, обычный персонаж хороший, ну, как бы и все в целом. Больше мне про нее сказать сильно нечего. Поэтому отправляется туда. Далее Уян, персонаж, которого очень боготворили на релизе. Все говорили, какой он имбовый, в том числе стримеры и блогеры, которых смотрю я. Если честно, мне этот персонаж изначально не понравился и не очень нравится до сих пор. Я не знаю, то ли я что-то не чувствую его. Знаете, как есть персонаж, вот не чувствуешь ты. То ли я просто как-то не понимаю, что с ним делать. Потому что у него мало хила. То есть это как бы факт. У него хоть есть банка на хил, но, ну, в виде волны, но это такое утилити спорное. У него есть мобильность, но опять же ограниченная мобильность. Он не прям выживач. У него есть дэмэдж, но дэмэдж нестабильный, потому что вот эти его пульки, они очень прикольная, интересная механика, но объективности ради, там применить эту механику не всегда удобно. То есть у него нестабильный дэмэдж, у него маленький хил, у него средняя выживаемость, ульта прикольная, но опять же, ну, средняя. Что в этом персонаже такого? Просто все говорили, что он там S-тир и так далее на релизе. Я не понимаю, кто это говорил и зачем. Потому что я искренне не вижу, в чем он S-тир. Поэтому я его свободно ставлю в B-тир. Хороший персонаж, но опять же, к имбе он не имеет никакого отношения совершенно. Далее перейдем к последнему нашему саппорту Дзиньятте. Дзиньятта. Персонаж специфичный тоже. У него гига много дэмэджа, он, наверное, самый дамажащий саппорт в игре. У него безумная утилити с его дискорда на Ешку, когда он накладывает 30% дэмэджа сверху на цель. У него слабенький хил на сферу гармонии. Обычно это вешается на какого-нибудь дайв дипса, там Генджи какого-нибудь, чтобы он не ныл, что ему не хватает хила. Как бы у него всегда есть портативная хилка с собой.
У него достаточно сильная ульта в виде трансцендентности, потому что, ну, она очень хорошо выхиливает, по сути, любой дэмэдж. Единственное, от чего она не сейвит, это от ультов с моментальным дэмэджем типа колеса красавчика. Это она не похилит. То есть у персонажа слабый хил, но у него гига много дэмэджа, полезная ульта, утилити он дает. Но из-за того, что хила все-таки немного, и вижу Дзиньяту я не так часто, я смело его ставлю в B-тир. Он там заслуженно занимает свое место. Итак, смотря на итоговый тир-лист, можно сказать, что саппорты в целом забаланшены. У нас нету прям плохих саппортов. У нас имбовых саппортов только один. Кирика. Остальные все примерно Б-А-тир. И то в Б-тир я ставил многих, потому что они специфичны и сложно реализуемы. То есть они тоже, ну, в целом их в А-тир можно поставить, закрыв глаза на какие-то моменты. И мне, как и в танках, нравится эта динамика, что у нас все персонажи становятся плюс-минус сильными. Спасибо за просмотр. Всем до следующего видоса. Всем пока.